Сегодня канун Рождества, у всех тут веселое настроение, ну, кроме сотрудников всяких магазинов, которые хотят побыстрее закрыться и уйти домой. На улице, наверное, сейчас я скажу, сколько. Тепло. На улице 16 градусов. Я вижу много людей, которые ходят в майке и в шортах. Вот, например. Но если честно, я уже начал мерзнуть, как местный, немножко адаптировался к погоде. Мне становится уже холодно при плюс 16, я хожу в свитере. Чего я не делал еще 2 года назад. Не представляете, какое сейчас спокойствие. Народ разбегается по домам, готовить. Я тоже побегу. Пришлось пройти определенное расстояние, чтобы найти нужные продукты. Да, действительно, перед Рождеством полки размели. Но ничего, я прогулялся, мне полезно. А то я болел почти 2 недели и застоялся. Уже начинает позвоночник и побаливают кости, скелет из-за того, что нет нагрузок. Я все-таки уже привык к нагрузкам за это время, к регулярным. Так вот, кто смотрит, подпишитесь, пожалуйста. Очень хочу набрать 10 тысяч подписчиков. Я понимаю, что это очень маленькая цель, но с другой стороны, ваше доверие ко мне. Чем больше у меня подписчиков, тем больше я стараюсь генерировать разноплановых видео о разных аспектах жизни в России, о разных законах, о разном опыте в Испании. То есть ваши подписки — это для меня мотивация делать новый интересный контент. Большей мотивацией, намного больше мотивации являются ваши комментарии. Вот когда вы комментируете, когда вы пишете мне не что-то односложное типа ха-ха-ха. Да, кстати, пожалуйста, еще раз прошу, не надо писать оскорбительные комментарии даже в отношении других людей. Даже если я согласен с вашей точкой зрения по поводу того, как пожарные плохо тушили мой дом в горячем ключе, я не могу физически разместить ваш комментарий. YouTube не пропускает оскорбительные комментарии ни в мой адрес, ни в адрес других групп лиц. Пишите то, что вы хотите сказать более-менее вежливым языком. Проявите смекалку. Я вам рассказал, что с моей точки зрения надо делать в России. Что нужно делать в Испании, когда вы попадете сюда? Первая вещь, которую я вам настоятельно рекомендую иметь, это расходный капитал. То есть желательно, чтобы у вас было минимум 12-13 тысяч евро на руках, чтобы вы первый год могли более-менее мягко прожить. Мягко имеется в виду не бегать по всяким НКО, тем более сейчас помощи никто уже не оказывает. Они даже на имейлы не отвечают, хотя год назад еще отвечали. Если, допустим, у вас есть 13 тысяч евро и плюс у вас есть какие-то навыки, к сожалению, с дипломом с российским вы тут почти нигде не сможете трудоустроиться. Ни юристы, ни экономисты российские здесь не нужны. Что касается врачей, настолько сложная процедура амальгации, то есть подтверждения диплома, что многие, кто сюда приезжает, предпочитают учиться заново на ту или иную специальность, чем амальгировать диплом.
Тем более, понимаете, для любой специальности, которая связана с общением с людьми, вам нужно подтверждать знание языка. Вот почему я, допустим, не могу пойти преподавателем в школу. Я люблю учить людей, особенно, если не совсем школьники, а старшие школьники или студенты, где можно поговорить о чем-то. Мне интересно общаться с молодежью. Но я не владею испанским в достаточной степени, чтобы подтвердить знание испанского языка и пойти работать по диплому, то есть преподавателем физики, информатики, математики. Вот, увы. Вот. С подтверждением диплома сложно. Если у вас есть какой-то начальный капитал на открытие собственного бизнеса, а под собственным бизнесом я понимаю ИП, например, что я вижу за это время, за 2 года? Первое, то, что испанцы любят гулять все свои возможные праздники, все какие только возможные. Понятно, что общегосударственные, но еще и местные праздники. В общем, все возможные случаи не работать они используют. Плюс воскресенье, это у них святое. По воскресеньям они не работают. Вот этим вы можете воспользоваться. Работать по воскресеньям, работать в праздники. Это что касается сферы обслуживания. И тогда у вас меньше конкуренции. Тут еще и большой, мне кажется, есть рынок, связанный с сервисами. Чего мне не хватает? Мне не хватает финансовых сервисов. Понятно, что они более-менее регулируются законодательством, но тем не менее этих сервисов, они не гибкие здесь, в Испании. И, казалось бы, есть всякие никель, вайзы, революты, но вы знаете, многим эти сервисы, финтехи эти недоступны. Рынок, конечно, уже наполнен, но можно туда приходить. То же самое касается сервисов, связанных с медициной. Кто бы меня не убеждал, я уверен, что медицина в Испании плохая. Я имею в виду публичную медицину, то есть разовую какую-то операцию на каком-нибудь открытом сердце или на открытом мозге, конечно, в Испании проведут лучше, чем в России. Я в этом не сомневаюсь. Но что касается общедоступной медицины, то есть медицины, к которой ты можешь обратиться, не платя миллионы, я условно говорю, 1000 евро в год, вот этих сервисов здесь по-прежнему мало. Когда ты обращаешься к государственной медицине, от тебя требуют получения этих страховок, которые ты должен получить. И если у тебя нет разрешения на работу, то ты не можешь их получить. Получение платной страховки — это деньги, примерно 60-100 евро в месяц нужно за платную страховку. Плюс это все нужно куда-то ехать, где-то стоять в очереди, это все долго. Если вы, допустим, можете открывать сервисы телемедицины, опять же, в аптеке здесь невозможно купить привычные для нас лекарства и даже непривычные. Допустим, в Барселоне меньше вопросов задают аптеки рядом с Аркой Триумфа, потому что ими владеют китайцы. Китайцы как-то вот так сквозь пальцы смотрят на наличие у тебя диплома. Телемедицина, лечение, вот это вообще, честно говоря, люди едут в Испанию за здоровым образом жизни, правда, потом они ведут нездоровый здесь образ жизни, когда выясняют, какая дешевая здесь алкашка. Вот. Поэтому все, что связано со здоровьем, с медициной, тут есть много вариантов, но раз они есть, значит рынок еще есть, и можно поконкурировать. Вот. Людей старых, больных здесь много,
вообще самая многочисленная прослойка в Испании, это люди в возрасте от 47 до 53 лет. Вдумайтесь, в Испании живет больше всего мужчин и женщин в возрасте от 47 до 53 лет. Эрго, то есть таким образом, можно предположить, что в будущем все больше и больше будет становиться, извините, языки путаю, все больше будет становиться людей более старшего возраста, то есть 60-70 лет. Вообще ожидаемый возраст дожития в Испании это для мужчин 83 года, а для женщин 87 лет. Ну, делайте выводы. Сервисы, которые касаются взрослых людей от 45 лет и выше, будут здесь востребованы. Я про Испанию говорю. Молодежи в Испании мало. То есть, если вы планируете делать бизнес на детях, подумайте над этим. А вот сделать бизнес на людях взрослых, да, потому что здесь особенно много богатых по сравнению с испанцами, иностранцев, которые приезжают доживать свою старость в теплом климате. Вот не могут сейчас под дождем где-нибудь в Амстердаме, а сидеть и смотреть на теплое море вот здесь вот в Алтея. Ну, есть же разница. И удовольствие походить в маечке и подышать чистым воздухом теплым, ну, совсем другое дело, да? В общем, что я могу сказать? Если у вас есть деньги, если у вас есть мозги, если у вас есть руки, если у вас есть хоть какое-то знание английского языка и испанского языка, вы можете преуспеть в Испании. Не сразу. Придется несколько лет здесь побыть на уровне плинтуса, но сможете преуспеть. И еще очень важная вещь, вот для тех, кто дослушал до этого момента, поставьте мне прямо сейчас лайк и напишите мне комментарий, почему вы дослушали до этого момента. Или любой другой комментарий, потому что мне очень важна ваша точка зрения. Но вот какая у меня мысль родилась. Сейчас, секунду. Чувак электростартером пытался мотоцикл завести, мотороллер. В конце концов, с толчка его завел. Слушайте, огромное количество голландцев здесь живет в этом месте. Прямо они любят. Придется мне учить не испанский, а голландский язык. Ну, кстати, один из самых сложных. Так вот, какая у меня мысль родилась? Я всем вам рекомендую приезжать сюда с семьями. Если у вас, допустим, приезжает сюда ребенок один, постарайтесь с ним как можно быстрее воссоединиться. Если вы семейная пара, приезжайте всей семьей. Приезжайте всей семьей. Почему? Два момента. Первое. Девушки из России или из Украины узнают о том, что испанцы жадноватые, испанцы не самостоятельные, испанцы не готовы вступать в длительные отношения быстро. То есть им нужно повстречаться с вами лет 5-6, присмотреться к вам. И у испанцев все в этом смысле очень медленно и бедненько. То есть они на себя потратят деньги. Ну, с вами они будут каждую копейку высчитывать буквально по чеку. Мужчины, ребята, я вас должен огорчить очень жестко. Во-первых, всех красивых испанок, по моему личному мнению, сожгла инквизиция. Французы пошли. То есть всех красивых испанок сожгли, вот, всех худых сожгли, потому что считается, что грузоподъемность метлы у ведьмы 50 килограмм, соответственно, здесь остались только некрасивые и толстые. Да, я понимаю, я утрирую, я передергиваю, но, в общем, иногда складывается именно такое впечатление, что всех красивых сожгли. Плюс, вы понимаете, ментальная разница менталитета. Испанки, они
они очень самостоятельные. Ее может даже оскорбить, если вы попытаетесь заплатить за нее в кафе или в ресторане. Может даже оскорбить. Плюс они бади-позитивные, то есть они такие, в общем, не очень следят за своей фигурой, не очень следят за своей внешностью. Люди здесь не очень любят чистить зубы почему-то, вот, и вообще умываться. И можете встретить вполне себе потную, вонючую испанку любого возраста, а латиноамериканки, ребята, таких поп я нигде не наблюдал. То есть это какая-то особая курдючная порода женщин. Извините, пожалуйста, женщины, ну клянусь, ну это же надо додуматься. Только при полной, как сказать, при полной равности паров надевать на... Что такое? Я только что видел существо, которое нырнуло под воду. Что-то типа, ну не знаю, похоже на... Ёлки-палки. На голову человека в гидрокостюме. Вот только что передо мной. Что такое? Я же вроде ничего не употребляю. Вот прямо передо мной только что нырнуло. Не рыба, большое что-то. Ну не русалка же. Охренеть. Вот. Что касается жительниц Латинской Америки, они очень, ну, с одной стороны, не хотят, да, заводить семью быстрее, чем чем испанки, но они более, так сказать, традиционных ценностей по нашему пониманию, то есть более настроены на семью, на семейные узы. Но проблема в том, что мы, выходцы из страны бывшего СССР, мы проигрываем. Мы не говорим по-испански, они не говорят по-английски, и мы объективно беднее, чем испанцы. То есть у женщины из Латинской Америки и из Румынии, потому что языки близкие, у нее больше шансов и больше желания познакомиться с испанцем. Выбора больше. Ну, представляете, да, испанцы хоть и медленные, хоть и жадноватые, но их больше здесь, чем нас. И девушка из какой-нибудь Колумбии в самом рассвете своего тела, она может из там 2, 3, 5 десятков выбирать испанцев, у которых здесь уже какая-то там, семья, какие-то деньги, какие-то бизнесы, какое-то образование. Самое главное, они говорят с вами, эти женщины, то есть испанцы и латиноамериканки, они говорят на одном и том же испанском языке. Вот. То же самое румынки, там чуть-чуть есть языковой барьер, но буквально чуть-чуть. Румынский и испанский языки, и итальянский, они близкие, и вы говорить на обоих легко. Вот, поэтому приезжайте с семьей, и вот тот, кто досмотрел до конца, до этого момента, самое главное, вы, когда поведете своих детей в школу, вы встретитесь с другими родителями, вы встретитесь с другими русскоговорящими родителями, у вас сразу расширяется круг общения, и вот вы, общаясь в классе по необходимости каждый день, вы будете у своих испанских одноклассников, у своих русскоговорящих одноклассников узнавать, кому что нужно, как нужно. То есть вы, по сути, свою клиентскую базу будете находить в школу. Там же вы будете находить в лайфхаке, где какие можно сервисы получить, где какой-нибудь там профсоюз защиты прав работников есть тут такие. Ну, короче, школа — это такой вот клуб по интересам обязательный. И вы там перезнакомитесь с кучей людей, это будет ваш круг общения, и вы там же можете находить, там, кому-то сделали какие-то услуги, там, ноготочки или еще что-то, ну, я утрирую. Кто-то вам сделал какие-то услуги, допустим, там, какой-нибудь теплый пол или еще что-то. Вот таким образом, то есть нетворкинг ваш, вот это построение горизонтальных связей, будет проходить в школе совершенно бесплатно, не нужно будет платить какие-то
космические деньги, чтобы ходить в какие-то деловые клубы, где, мне кажется, общение все несколько бессмысленное. То, что куда я ходил, это все чисто показухи, понты и абсолютно бесполезно, не выстреливающее. А школа, да, поскольку вы каждый день общаетесь, то с этим поговорили, то с этим поговорили. Плюс у вас там есть поводы встречаться постоянно. Ну вот. Елки-палки, ребята. Ну, это прям вот Олимпиада всех народов. Французы, голландцы, вот марокканцы прошли. Испания реально многонациональная страна, но, к сожалению, с плохим знанием английского языка у большинства населения. Поэтому нужно знать испанский язык. Он легкий, он легкий. Я не учу испанский язык. Несколько дней назад, ну, вы же все знаете, что такое 20 декабря. Решил посмотреть 17 мгновений весны с испанскими субтитрами. Ну что, я много слов знаю, оказывается, на испанском языке. В общем, если бы я только читал субтитры, я бы основной смысл того, что показывали, понял бы. Язык относительно легкий. Да, понятно, что как носитель я не скоро заговорю. Нужно, так сказать, въедаться, вкапываться и так далее. Но на бытовом уровне я уже, по крайней мере, сейчас был в магазине, смог объясниться и понял, что от меня хотят, какие вопросы задают, что я хочу, тоже смог сказать. То есть, видите, при почти нулевых усилиях с моей стороны уже за 2 года естественным образом прилип ко мне язык. Так что все, реально все возможно. Главное иметь семейную атмосферу дома. Одиночество, сука. Одиноким тут очень сложно. Пару вы себе, скорее всего, не найдете. Вот. В нашем понимании пару. Компанию, да, но пару, скорее всего, нет. Поэтому приезжайте с семьями, приезжайте с детьми, отправляйте детей в школу и встраивайтесь в местное общество. У Испании есть куча проблем, у Испании своеобразный климат, но при прочих равных, люди сюда едут, значит, что-то в этом есть.